Эффективное управление деньгами. Управление деньгами – это не искусство, а необходимость, которую диктует современная жизнь. Если человек не может прожить на свою зарплату, пора менять работу или учиться управлять своими деньгами. Помочь в этом помогут нехитрые, но важные правила. Это бесценная финансовая информация, которая гарантированно принесет деньги. Все, что вам нужно, это досмотреть видео до самого конца. Человек может столкнуться с ситуацией, которая кажется парадоксальной. Получая хорошую оплату труда, он уже через 1-2 недели оказывается практически без денежных средств. Каждый месяц его ожидают определенные траты. Квартплата или ипотека, кредит, оплата коммунальных услуг, покупка продуктов. Одним словом, заколдованный круг. Как же управлять деньгами? Существуют общие правила о том, как создать эффективное управление деньгами. В каждом из этих пунктов стоит разобраться подробнее. 1. Планирование расходов. Управлять финансами лучше не в голове, а на бумаге или в электронном документе. Сейчас есть много удобных мобильных приложений, которые помогают вам разобраться, сколько к человеку в месяц приходит денег и сколько уходит. Если спросить себя откровенно, сколько было потрачено денег за прошлый месяц, очень немногие будут знать точную цифру. А ее необходимо знать, чтобы обрести финансовую независимость и обеспечить достойное будущее, то необходимо очень жестко контролировать денежные потоки внутри своей семьи, предприятия. 2. Поиск новых источников дохода. Уверенности в завтрашнем дне придаст дополнительный источник дохода. Человек будет меньше зависеть от основной зарплаты. В этом деле главное желание. Так источником может стать умение вязать шапочки. Спрос на них есть всегда, а если делать это качественно и креативно, то доходы увеличатся. Стоит распродать все ненужные вещи. Незачем стоять на рынке и тратить на это время, достаточно воспользоваться интернетом. Изучив финансовую литературу, можно вкладывать деньги в банки, делать инвестиции. Если у человека есть невостребованная недвижимость, ее необходимо сдавать в аренду. Так не будут накапливаться долги, зато появится пассивный доход. Мечтаешь стать богатым? Тогда просто подпишись, напиши комментарий и поддержи мой канал лайком. 3. Наличный расчет. Когда человек не видит своих денег, ему легче с ними расстаться. Это приводит к приобретению ненужных вещей. Лучше осуществлять оплату наличными, чтобы точно знать о своих расходах. Мелкие необязательные траты съедают значительную часть бюджета. На мой взгляд, за неумением экономить скрывается непонимание того, каким образом можно сохранить заработанные деньги. Естественно, вместе с тем развивается привычка ни в чем себе не отказывать, пока есть что тратить. К тому же некоторые магазины могут сделать дополнительную скидку за оплату всей суммы наличными. 4. Саморазвитие. Стоит помнить о самообразовании. Человек не должен прекращать обучение после получения диплома. Мир все время развивается, появляются новые возможности. Не стоит пренебрегать тренингами, курсами. Они позволят разобраться в новых направлениях бизнеса. 5. Накопление. Хорошо иметь определенный резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Для этого достаточно откладывать каждый месяц определенный процент от дохода. При возможности можно накапливать и сбережения. Стремиться добиться того, чтобы сумма дохода превышала сумму ежемесячных расходов, и тогда можно начинать каждый месяц вкладывать по 10-20% свободных денег в различные активы. 7. Постановка целей. Накапливать сбережения проще, имея конкретную цель, а лучше несколько. Речь идет не о конкретной сумме, а об определенных благах, которые человек получит при их использовании. Это может быть покупка жилья, автомобиля, поездка за границу, безбедная старость, обучение ребенка. Не стоит хранить все сбережения в одной денежной единице. Постарайтесь откладывать средства не только в рублях, но и в евро и долларах. Деньги ценят уважительное отношение.
Не стоит оценивать людей по их финансовым возможностям. Скромность в денежных вопросах не будет лишней, поэтому не стоит сообщать всем о своем хорошем материальном положении, о желании скопить определенную сумму. Деньги не терпят расточительства, ими нужно распоряжаться взвешенно и рассудительно. В мире множество богатых людей, но они часто не показывают этого, ведя привычную жизнь. У них нет элитного жилья, дорогих авто, но есть уверенность в завтрашнем дне и чувство финансовой независимости. Это ценнее сиюминутных материальных благ. Это одна из основ, которая позволяет формировать успешное управление деньгами. Если научиться держать под контролем небольшие суммы, то вскоре получится управлять крупными сбережениями. Подписывайтесь на канал и поделитесь этой денежной информацией с теми людьми, кого вы любите, кого вы цените и желаете финансового успеха. Ну и, конечно, ставьте лайки и ждите следующие выпуски видео на моем канале.